От пациентки. В сентябре 2020 года обратилась к неврологу из-за вспышек света в глазах и последующего частичного выпадения поля зрения. На МРТ головного мозга были выявлены очаги демиелинизации, не реагирующие на контраст. На повторном МРТ от апреля текущего года был также выявлен один контрастпозитивный очаг. Также было проведено ультразвуковое ангиосканирование, по результатам которого были установлены УЗИ-признаки выраженного снижения скорости кровотока по позвоночным артериям, гипоплазия правой позвоночной артерии, выраженное нарушение венозного оттока. На данный момент никаких нарушений самочувствия не наблюдается, вспышек в глазах больше не было. Хотелось бы узнать, есть ли необходимость обращаться за консультацией в кабинет рассеянного склероза, есть ли вероятность выявления иного демиелинизирующего заболевания. Могут ли быть выявлены изменения в головном мозге, связаны с каким-либо инфекционным заболеванием? Развернутое заключение по МРТ пациентки 41 года. Дата исследования – 11 апреля 2021 года в сравнении с исследованиями от 26 сентября 2020 года и 3 октября 2020 года. При МРТ головного мозга в аксиальной и сагитальной и корональной проекциях получено изображение структур мозга по Т1 и Т2, в разных последовательностях, в том числе флеер, ДВИ и ТЭК. В исследовании от 2021 года найден очаг в левой теменной заднего рога левого бокового желудочка до 5 мм и 2 перевентрикулярных очага справа. ДВИ к Д положительны. Инфратенториальных очагов не найдено. По сравнению с исследованиями от предыдущих лет минимальная динамика в виде перераспределения очагов в пространстве. Желудочковая система сформирована правильно. Гидроцефал или камалицехии нет. Субарахноидальные ликварные пространства по конвекситальной поверхности больших полушарий не расширены. Переваскулярные пространства верха воробена не расширены. Цистерны основания мозга прослеживаются отчетливо, не деформированы. Срединные структуры не смещены. Гипофиз, высота 5,5 мм. Диафрагма седла вогнутая, структура обычная. Патологии мостомозжечковых углов не выявлено. Глазные яблоки не изменены. Конусное и экстраконусное пространство без патологии. Зрительные нервы без очагов. Патология орбит не определяется. Ствол мозга, хиазмально-силярная область без МР-признаков патологических изменений. В проекции мостомозжечкового угла корешки 8 пар черепно-мозговых нервов прослеживаются отчетливо с обеих сторон, симметричные, не утолщены. Аномалий задней черепной ямки не определяется. Аномалий развития коры не найдено, архитектоника сохранена. Миндалины мозжечка расположены на уровне большого затылочного отверстия, в просвет позвоночного канала не смещены. Таким образом, поражение укладывается в критерий Макдональда для рассеянного склероза с незначительной динамикой в течение года. Активность процесса неубедительна. Необходимо дополнить исследование МРТ с контрастированием. Заведующий кафедрой, доктор медицинских наук, профессор Холин А.В.